Ребятки, сижу, значит, я за компом, никого не трогаю, смотрю киношку, и черт меня дернул зайти на сайт UGears, и я увидел там абсолютно новую модель, которая только-только появилась в продаже. Это мотоцикл Scrambler UGR 10 с коляской. И, как вы знаете, я люблю деревянные различные конструкторы, в частности, я собираю машинки, у меня их достаточно уже много, и, естественно, меня этот мотоцикл очень заинтересовал. И, как говорит моя бабушка, загорелась гимна в жопе. Я его заказал, он приехал, и сейчас мы вместе с вами его распакуем и, естественно, соберем и посмотрим, как он будет выглядеть в реале. Усаживайтесь поудобнее, приятного просмотра, мы начинаем. Новая модель и, как всегда, зачетная упаковка. И, ребят, я не знаю, может вы считаете, что это какая-то реклама, я реально собираю эти конструкторы. Мне никто их не засылает, в мой канал еще вообще не дорос до того уровня, чтобы мне кто-то там что-то засылал. Я все за свои кровные покупаю. Реально случайно увлекся этими моделями, купил одну, и мне очень понравился сам процесс сборки, сами эти конструкторы, запах, классный, дерево, то есть это все закровные, купленные. Вот такой должен получиться, вот такой маленький нарисован с колясочкой. Коробочка отличная, все нравится, на подарок стандартно могу сказать. Зайдет возраст 14+, здесь у нас 380 деталей, время ориентировочной сборки 8 часов. Всегда собираю почему-то их дольше, не знаю, возможно у меня что-то с руками не то, но... Или может просто я очень аккуратно собираю, но всегда собираю дольше. Открываем. Так, вот наши пластины. В данной модели у нас всего лишь 3 пластинки, но все деталюшки, мама мия, посмотрите, какие они маленькие. 380 деталей уместилось на вот такие вот 3 пластинки. Все маленькие, ну, я думаю, что немного будет это сложновато в сборке. Далее у нас, как всегда, красивая, хорошего качества печати, инструкция. Инструкция, как всегда, подробная на каждой странице. Какую детальку взять, куда ее вставить, вдруг вы не туда ее вставите, да. Все у нас описывается, и в конце мы получаем вот такой вот мотоцикл. Все обозначения, все здесь есть, поэтому париться не нужно. Процесс сборки проходит достаточно легко. В комплекте, как всегда, у нас вот такая вот жменя резинок. Это, кстати, среднего размера резинки. Потом, первый раз такие вижу у UGears. Вот такие вот плохо тянущиеся резинки черного цвета. Это куда-то на колесике, наверное, будут одеваться. И вот такие вот резинки. Здесь есть поменьше и чуточку одна. Почему-то одна побольше, а вдруг я ее порву. В общем, одна. Как всегда, наждачечка и зубочистки. Куда ж без них? Кстати, у меня этих зубочисток уже, я могу просто в каком-нибудь кафе их сдать, наверное, уже продать. Потому что у меня их жменя постоянно остается. В общем, такой конструктор. Приступаем к сборке, смотрим, что у нас получится. Извлекаем наши первые детали, которые помогут нам в процессе сборки. Вот такая вот линеечка. Иди сюда. Вот такая линейка. И вот такой крючок, с помощью которого, скорее всего, будут натягиваться какие-то резиночки. Вот такой. Я, честно говоря, не силен в устройстве мотоцикла, но, судя по всему, вот это уже часть рамы. И уже есть первый какой-то механизм, определенные шестеренки. Дело не стоит на месте, дело движется. Собрал вот такой второй механизм, смотрите. С такой вот трещоткой, я так понимаю, это уже механизм непосредственно с завода самого мотоцикла. А вот, ребята, я собрал уже первое колесо. Кстати, должен отметить, очень приятно, когда ты собираешь какую-то очередную модель, и тебя есть чем удивить. Посмотрите, какая здесь технология сборки. Обычно все колеса просто насквозь протыкивались шпажками комплектными. А здесь, для того, чтобы было это гораздо проще и легче, через одну вот такую вот пластину, видите как, шпажка вставляется, то есть чисто сбоку фиксируется, следующая пластина насквозь. Следующая опять там частично вот так. То есть, немножко необычная технология сборки. Потом как раз вот пригодились черные резинки. Наше колесо обрастает деталями. И вот я уже успел собрать вот такое вот миленькое маленькое крыло. И то, что я вам говорил, что некоторые шпажки продеваются не как в прошлых компьютерах насквозь детали, а видите как.
То есть насаживается частично деталька на шпажку. Это немного облегчает процесс сборки. Теперь мы это крыло будем фиксировать уже непосредственно вот здесь. А теперь я соединил две детали, которые мы с вами собирали. То есть колесо и вот эта вот часть корпуса. Механизм крутится, ключик заводной, который будет заводить наш механизм, крутится. А вот это вот очень похоже получилось, что какая-то задняя подвеска. Хочу показать вам хороший пример скрупулезности этих конструкторов. Я так понимаю, это какой-то рычаг силы. Посмотрите, как резинка фиксируется с одной стороны, со второй стороны. Продета между вот этих вот отверстий, а с помощью вот такого движения происходит нажатие и выталкивание этого рычажка. И вот, друзья, я дошел до момента, когда я объединил все детали, которые на данный момент я собрал. Как и говорил, это оказалась подвеска, потому что посмотрите, и она срабатывает, резинки возвращают назад. Но меня больше всего удивила вот такая вот сидушка, посмотрите. Она тоже имеет подвесочку такую. Господи, как же это мило, когда даже в таких мелочах умудряются как-то удивить. Так, а вот, судя по всему, я собрал двигатель, соединил все механизмы между собой. На данный момент у меня пока что все хорошо крутится в обе стороны. Надеюсь, что механизм у меня будет работать хорошо. Прикрепил, ребята, я мотор. Как вы видите, внутри я натянул уже резинки. Это то, что будет служить нашим заводным механизмом. Конечно, с резинками пришлось повозиться. Было, скажем так, нелегко. Вот добавил деталюшки. Корпус, то есть, собственно, корпус у меня уже готов. Теперь, наконец-то, собрал я второе колесо. Также, видите, какая фара красивая собрал. Собрал уже вторую подвеску. Видите, как оно работает. Ну и вот, получается, переднее колесо я прицепил. Руль я также сделал. Можете посмотреть, какой здесь спидометр. Прикольно. И также собрал вот эту часть. Это доступ к бензобаку. Но в нашем случае это к заводному механизму. Все это состоит из многого количества ребер. Вот тут, конечно, пришлось тоже повозиться. То есть мы можем открыть. И у нас доступ к заводному механизму. На данный момент он у меня работает еще плохо. Нужно разрабатывать. Ну и потом мы закрыли. Собственно, непосредственно сам мотоцикл, как вы видите, я уже собрал. Теперь буду приступать к сборке коляски. Собрал вот такую вот часть крепления коляски. Я так понимаю, вот эти механизмы непосредственно будут цепляться за мотоцикл, потому что здесь установил резинки, и они вот возвращаются. То есть должны защелкиваться и фиксироваться на мотоцикле. Основание коляски с ключиком. Посмотрите, какое зачетное кресло я собрал. Кстати, очень много вот таких вот деталей, которые в целом образуют потом спинку сидушки. И я ее уже прикрепил, как вы видите, уже к основанию нашей коляски. Даже вот такую вот какую-то шестереночку какую-то установил. Ну и судя по всему, я собрал финальное колесо, которое будем крепить мы уже к нашей коляске. Как же я намучился с вот этими вот ребрами. В каждом колесе по 20 таких ребер нужно было установить, чтобы соединить все пластины, из которых состоит непосредственно колесо. Вот это, конечно, пытка, у меня пальцы уже болят капец. А это, судя по всему, я собрал механизм подвески уже для коляски. Вот какой-то шестеренка, которая что-то будет еще делать. Соединил я подвеску, которую собрал вместе с колесом, которое вот недавно буквально собирал. Также нарастил вот такую вот деталь с логотипчиком U-Gears. Так что вот так как-то это будет все это дело работать. Теперь нужно присоединить это к основанию. Соединил все элементы коляски, которые на данный момент у меня были. Вот что получилось. То есть прикрепил уже колесо. Механизм пока хорошо все отрабатывает, все хорошо смазал. Теперь, я так понимаю, осталось у нас заняться обшивкой. И на этом, наверное, все. Собрал переднюю часть коляски. Теперь вот это все дело мне нужно объединить.
Ребята, коляска официально собрана. Честно скажу, коляска мне даже понравилась больше, чем сам мотоцикл. Мотоцикл тоже, конечно, крутой, но вот коляска это, конечно, нечто. Это прям творение искусства. Тут даже есть защита. Посмотрите, как она ручкой отрабатывает. Ну, это реально круто очень. Теперь осталось подсоединить к мотоциклу и посмотреть, что у нас получилось прям в полном сборе. Что я могу сказать о данной модели мотоцикла? Это очередной шедевр от проектировщиков, которые занимаются разработкой таких моделей. Я в восторге, отличная проработка деталей, все четко рассчитано, каждая деталь садилась на свое место, я практически ничего не подчищал. На сборку, как ни странно, в моем случае ушло как раз около 8-9 часов. Но чтоб все уж так не расхвалять, есть пару моментов, которые мне не очень понравились. Первое, это, как по мне, сильно намудрили с механизмом, который идентичен и используется в двух моментах. В самом мотоцикле и на коляске. Вот здесь он находится. Вот это вот шестеренка, назовем ее так, с такими вот зубчиками. И внутри там есть такая же похожая. В чем, собственно, проблема с этой деталькой? Покажу вам поближе на инструкции, чтобы понятнее было. Используется вот такая вот пластина. На пластину мы одеваем такие вот зубчики. Впоследствии на вот эти зубчики натянется резинка. Резинка как бы служит просто какой-то, судя по всему, эстетический вид добавляет. Но проблема не в ней. Тут все понятно, по-другому никак нельзя было, наверное, сделать, чтобы протянуть как-то резинку, чтобы она еще и вращалась. В общем, вот эту пластину мы должны вовнутрь вставить вот такую вот шестеренку, которая имеет острые углы. Мы ее вставляем, и всю вот эту конструкцию мы потом фиксируем на вот таком вот валу. То есть этот вал уже крутится и заставляет вращаться и шестеренку, и колеса, все это дело вращается. Потом здесь остается вот такая вот пустота. И далее по инструкции мы эту пустоту должны заполнить вот такими вообще малепусечкими детальками, да, чтобы при вращении сам вот этот диск упирался, шестеренка точнее сказать, упиралась вот эти вот маленькие зубики, которые мы вставим, и вращала всю конструкцию. Как по мне, это немножко неправильно сделано. Это сделано более с точки зрения сложности конструкции, чтобы вы когда собирали и ваукали, да. Но проще бы было сделать, если бы эта вся конструкция не было вот этого вот диска, вот эта одна сплошная была деталь. Потому что мы ее все равно одеваем на вал. Ее можно как и вперед, так и назад вращать. Это просто усложнило конструкцию. И именно на вот этом этапе установки такая же используется и на мотоцикле, и схожая используется на креплении самой коляски к мотоциклу. И именно на этапе вот этого всего сбора, установки у меня начал подзаедать механизм. То есть у меня как бы все заводится, все хорошо, все прокручивалось, вы сами это видели на видео. Но при установке вот этой детали начало заедать, и механизм очень туго срабатывает. Возможно, со временем он разработается, но на данный момент именно проблема вся в нем. Он постоянно заедает вдруг. Если кто из YouGears посмотрит, я знаю, что немногие конструкторы со временем дорабатывают, возможно, не обратят внимания на такой вот нюанс, может у кого еще такие проблемы будут, и проще было сделать бы просто литую конструкцию, не использовать вот эту вот шестеренку. Она, скажем так, только усложняет механизм, а функциональности, судя по всему, какой-то огромной она не несет. Ну и второй, менее критичный минус, это то, что от сборки конструктора нереально оторваться. Извините, но иногда лишний раз в туалет не хочется бежать, вот так сильно затягивает. В общем, ребят, моделька супер, рекомендую к приобретению. Всем спасибо за просмотр. Если видео понравилось, поддержите меня лайком и подпиской, это очень сильно помогает в развитии канала. Всем удачи и до встречи в новых видео. Пока!